Здравствуйте, друзья! Сегодня я решила выйти в эфир и поблагодарить вас за ваши добрые слова, за ваши прекрасные пожелания мне, моему каналу. Очень приятно это читать. И, пожалуйста, продолжайте дальше так писать приятные комментарии. Мой канал постепенно растет с помощью вас. Спасибо вам еще раз. Я только что вернулась с парикмахерской, думаю, дай-ка я снимусь, пока у меня прическа красивая. Как вам моя стрижка? У меня такая стрижка уже много-много лет, и я ее не меняю. Я считаю, что она мне идет. Но мне кажется, что она меня молодит. А когда обрастаю немножко, уже не то. Не очень мне нравится. Поэтому стригусь часто. Каждый месяц хожу. Я обложилась джинсами. И вы понимаете, что будем шить сегодня из джинсов. Вот у меня столько еще не резаных джинс, а порезанных еще больше. Поэтому работы много предстоит. И я решила сегодня сшить наволочку чехол вот на этот плед. Этот плед лежит у меня в шкафу. Ну, бывает, мешается. А чтобы он не мешался, я решила его запаковать в эту наволочку чехол. И будет у меня диванная подушка джинсовая. Как вам моя идея? Кому интересно, оставайтесь со мной на канале. Посмотрите это видео. Кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Не жалейте лайков своих, не жалейте своих комментариев. Пишите мне. А я каждый комментарий читаю, отвечаю. Ставлю сердечко. Не жалею для вас сердечек. Всем приятного просмотра. А также вдохновение. Обязательно вдохновитесь этой идеей и шейте вместе со мной. Тем более праздники на носу, и такие наволочки могут пригодиться в любой момент. Подарить своим родным и близким. Приступаем? Я нарезала вот такие квадраты 12 на 12. Разрезала по шаблону. Вот столько я накроила. Теперь я буду складывать не лицом к лицу, а изнанка к изнанке. И прошивать. Беру разные расцветки. Буду пришивать в одну полосу. То есть я кладу изнанка к изнанке. И прошиваю на ширину лапки. Пришиваем. Вот так я предварительно собрала. Если вам кажется, что вам не хватает расцветок, то применяйте изнанку. Я вот здесь перевернула и сделала изнанку лицом. Это у нас лицо. Я пришила все ленты. Теперь соединяем их между собой. Тоже собираем изнанка к изнанке. Если где-то неровности, сразу срезаем. И соединяем в разутюжку. Здесь швы делаем. Совмещаем все. И прошиваем на 1 сантиметр. Эти швы я на 1 сантиметр прошивала. И эти тоже. Прошивайте на 1 сантиметр. Вот такое полотно у меня получилось. Но я примерила на свое покрывало. Мне не хватает немножко длины и немножко ширины. Значит, я добавляю сюда еще один ряд. А сюда добавлю. Вот теперь 5 на 5 у меня квадратов. Меряем. Примеряем покрывало. Все, нам здесь достаточно. Теперь пришиваем 2 планки с обеих сторон для застежки. А застежка у меня будет на липучке. Я выкроила планку шириной 9 сантиметров. Пришила. Обработала зигзагом. Отстрочила. Вот когда будете пришивать,
Не забывайте следить, чтобы у вас вот эти швы были в разутюжку. Я уже наметила, где буду пришивать липучку. Вот здесь 2 липучки мне достаточно будет. Пришила я липучки. Теперь примеряем покрывало. Теперь буду думать, как мне здесь быть. Попробовать вот так стянуть. Я собрала вот с боков, с изнаночной стороны. Вперед прошла вокруг все. Вот так стянула. Вот здесь узелок завязала потуже. Нитка в 4 сложения. И потом прошиваем прям сверху. Осторожно, чтобы не уколоться. И вот по этим складкам проходим. Еще больше стягиваем. Вот так в итоге получается. Неплохо, я бы сказала. Сюда осталось положить одеяло. И что еще я хочу? Я хочу вышить бора со шиком. Как назвать лучше? Чтобы было поярче немножко. Когда я вышиваю бора, меня часто спрашивают, какой ниткой. Вот я нашла клубочек с этикеткой. Представляете? Ему очень много лет. Комбинат имени Кирова. ГОСТ. И называется ромашка. И нарисована такая ромашечка. И стоила эта ромашка 21 копейку аж. Нитки хлопчатобумажные, вязальные написано. Ну, а я буду вышивать ими. Для удобства можно начертить линии и по ним вышивать. Вот так я на глазок. И небольшими стежками делаем прямую строчку вперед. Иголка вперед. Когда можно, вот так по несколько стежков делать, делайте, чтобы каждый потом не вытягивать. А если вам неудобно, то, конечно, по одному стежку. Шов-козлик делается параллельно и идет всегда слева направо. Захватывается миллиметра 3. Теперь эту параллельно делаем. Чтобы легче было, надо прочертить 2 параллельные линии. Тогда вам будет полегче. Я вот так расшила наволочку чехол. Можно было не расшивать, конечно, но я легких путей не ищу. И вот я решила вышить. Ну, что делаем дальше? Берем острые ножницы и прорезаем сантиметровые припуски. Миллиметра 2 не дорезайте до шва, по всем этим вот прошитым местам
Все надо, все прорезать. Все. И поперечные, и долевые. Все. Прорезать. И постирать в машинке, чтобы оно все размахрилось. И будет более интереснее. Это потрепанный квилт называется. Миллиметров на 5 шириной режьте. Долго придется резать. Можно вот так уже брать, вместе сложить, чтобы быстрее было. По краям разрезали, и можно уже складывать. Все. Можно вот так размахрить, а лучше постирать. Я постирала наволочку. Посмотрите, как интересно получается. Так размахрилась. Вот здесь вот я пропустила. Такой интересный, необычный эффект получился из-за этих разрезанных припусков. Вот и высохла моя наволочка. Мне очень нравится результат. Посмотрите, как интересно вот эти махнушки смотрятся. Необычно. Классно. Я думаю, продолжу эту тему. Обязательно. Ну что, складываем покрывало. Посмотрите, как будто здесь и было покрывало. Классно все подошло. Все по размерчику, удобно очень. Вот такая подушка валик, подушка думка получилась. Очень удобно так хранить ненужные пледы. А когда надо, вынули их и укрывайтесь. А эти квадратики не стала вышивать. Они будут внизу. Их не будет видно все равно. Я надеюсь, что я ни одну хозяюшку не оставлю равнодушной с этой наволочкой, чехлом. И они вдохновятся и сошьют аналогичные. По желанию здесь можно украсить вот эти места. Но я считаю, что будет уже перебор. У меня и так достаточно красивая наволочка. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи.